Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет, у нас идет третья фаза, буйные воронки времени. Сегодня последний день, и в данном ролике разберем разные варианты команд. Это будут неустрашимость, она у нас тут в топе. Далее будут команды яда и разъедания. В качестве саппорта будем использовать Рейту, Маштура и Огака. Это уже по заменам, у кого чего нету, поэтому варианты будут разные. Также коды всех команд будут в описании, поэтому заходим, пользуемся, отбиваем. По поводу бафов, этот, допустим, вряд ли вообще работает, потому что у нас там особо-то урона нет никакого от пассивных навыков. И даже когда я ставил на яд вот этот баф и чисто случайно отбил неустрашимостью на автобое, то есть вот этот урон это на вот этом бафе. То есть, соответственно, делаем вывод, что средний баф он просто не работает. Вот, поэтому как бы неважно, что вы тут поставите, если бьете ядом, то, соответственно, берем последний. Ну что ж, приступим к обзору команд. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом. По очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин. В ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Начнем с неустрашимости. Сильно ролик прям затягивать не буду. По поводу Огака я покажу, как его использовать уже на командах, где мы будем бить разъеданием либо ядом. Вот тут мы рассмотрим именно топовую команду. Вы могли урон видеть намного больше, там где, допустим, Маштур 3, либо Кульвида 5, либо и то и другое. Соответственно, урона будет вообще намного больше. Но у меня пока вот такой вот составчик. Тайминги я здесь использую вот такие. Тут у нас нету всяких там голов и так далее, поэтому начинаем прям сразу со старта. При таких раскладах, в принципе, у меня получается набить более-менее нормальный урон. Маштур и Рейта, в принципе, интервал сделал 8 секунд, они там друг за другом чередуются, и команда живет вообще без проблем до самого конца. Никто не умирает и даже не собирается. Расстановка у меня вот такая, потому что на настенке у меня была, но я ее уже снял, такая шмотка. Да, ладно, пусть будет так. Так как она у меня теперь на Гуинавивр, пусть расстановка будет такая. То есть у нас идут все в линию, и спец стоит за тем героем, у которого вещь на пробив. Это, я так понял, тоже считается. Ну и тогда уже начнем, собственно, с Гуинавивр. Просто пачка с воронки, по сути, собранная в урон. Ничего не менял особо. Так же, как и Кульвида. Она у меня здесь в кукольнике. По сути, да, я просто взял воронку свою вот основную и просто поменял тайминги. Ну, кто не смотрел прошлое видео, давайте тогда разберем здесь. Кульвида, соответственно, в заливе, и скорость атаки я пытался в рунах взять. Все на атаку, точность и раздача атаки. Ну и, соответственно, в разломе будет именно она. Рейта также все в атаку, сдачу, точность. Соответственно, тоже раздаем атаку по краям. И, мне почему-то с этой шмоткой лучше. Можно, конечно, сделать, чтобы вокруг себя урон бафало. Но у меня и шмотки нормальной нету такой. Ну и, короче, пока что у меня лучше так. Ну и про ускорение не забываем, поэтому верха у меня вот такие. На настенке, что было на урон, то, собственно, и одел. Перчатку-то, конечно, лучше в данную команду не ставить, так как у нас здесь ядовик присутствует. Но за неимением ничего поставил, стало дамажить лучше. Ну и верха тоже, какие были, более-менее нормальные, тоже надел. Маштур в сетах на урон от щитов, то есть с бездны и мифик, соответственно. Донатный артефакт на нем. Такая вот команда, это что касается неустрашимости. Если хотите Огака ставить, то самый лучший вариант у меня был это также просвет, щиты, вот эти таланты, также обязательно восстановление при ударе, прям очень оно тут спасает. И все на просвещенность, все на щиты, вот этот талант тоже, бонус к лечению 2% от максимального здоровья, также от атаки. Ну и, собственно, все. Тайминги вообще никакие не ставлю, просто он по КД хилит и все. И здоровье, конечно, лучше выжать либо ему, либо Рейте. На Рейте, конечно, сложновато это будет, но с Огаком, короче, он в самом конце у меня умирал, но все остальные стояли до конца. То есть, получается, в самом конце он умер, остальные дожили,
ничего страшного не произошло. Вот как-то так. Это будет на скринах уже на примере разъедания, яда и так далее. Ну давайте уже к такому, к интересненькому. Это команда разъедания будет у нас через Маштура для начала. И далее еще и через Огака будет. Тут у нас что, собственно, происходит? В разломе у нас будет Сакридея. Вот эту шмотку я поставил, чтобы она не косячила с разломом. И неплохо это, в принципе, помогает. Таланты использую вот эти. Дебаф будет вешать она. Ну и остальное атака, точность. Чтобы просто нормально бафала. Она у нас бафает Суицидис. По поводу Суицидис, блин, очень сложно выкрутить шанс крита, потому что даже те, кто аура играет, допустим, на воронке, либо неустрашимостью, неважно. Потому что у нас там основные артефакты, они дают именно шанс крита. И, соответственно, снаряжение основное у нас подобрано больше именно атака, крит урон, либо, если в случае с аурой, там ОЗ. Но на шанс крита мы там забиваем. И в итоге, когда мы берем Суицидис, у нас артефакт на атаку, и начинаются проблемы. Очень сложно выкрутить именно шанс крита. То есть, скорее всего, верха придется в будущем ей брать другие какие-либо. Вот, поэтому, ну, очень тяжело. В рунах столько не получается тоже много выжать, и всю эту разницу перекрыть. Пришлось и на АУЗ ставить, просто из-за того, что прок хороший. Далее рук, просто абы что надел. Статы. Тут у меня шанс крита слишком много. Вот, ну, не идеальный шмот, конечно. Ну, дальше больше, соответственно. Даже протачивать ничего не стал, потому что это все ради примера. Маштур, соответственно, донатный артефакт с него снимаем и даем уже рога оленя. Все, так все остается по-прежнему. Единственное, что руны ставил именно, везде выбирал проки самые максимальные, чтобы у него было здесь, чтобы он попадал 18 секунд. У меня даже чуть-чуть с перебором, так достаточно 17,9, чтобы было. Вот, это основная задача, просто выжать именно ускорение. 20 у нас здесь. И остальное уже добрать в рунах. Все, так в принципе ничего замысловатого. Но это в случае с Маштуром. Тайминги я использую вот такие. Просто как бы логичнее всего, что если у вас Маштур есть, то вы скорее всего бьете через неустрашимость. Поэтому, соответственно, мы сейчас разберем вариант именно уже с Огаком. У нас тут ничего не менялось. Просто так же, как я сказал, ставим Огак, одеваем щиты, посох и никаких таймингов. Тут я ничего не менял, тут все так же и осталось. Тайминги вот, это именно если мы используем Огака. Живут в принципе нормально, Огак в самом конце отваливается и все. Руку можно в принципе тайминг поставить, так как он у меня без ускорения. Если у вас получается перчатку, которая на разгон, либо в рунах уже ускор собрать много, тогда соответственно тайминг можно не ставить. Вот а так, ну вот такие у нас тайминги. Короче, как-то вот так. Я даже сохраню, пусть будет с этим таймингом. Расстановка, соответственно, тоже. Просто ставим Огака на место Маштура. Это тут никак не влияет, потому что босс к расстановке особо не привязан. Тут уже от сетов все зависит, и уже от сетов ориентируйтесь, соответственно. Так, и теперь уже что-то новенькое. Это команда яда. Не знаю, смысл ли есть ли потом показывать с Маштуром. Давайте просто покажу сразу, что у нас меняется. Просто так же, как вот с неустрахами он был. Одеваем его в щиты, просто чтобы потом к этой команде не возвращаться. Просто вкратце обсудим. Вот такие тайминги я использую. Если что, можете в коде посмотреть их. Я его скину, если что. Мало ли, может быть у вас просто такой состав. И, допустим, неустрашимых нету. Вы решили именно ядом бить, и у вас есть Маштур. То вам эта команда пригодится. Но сильно на ней заморачиваться не будем. Посмотрим, пожалуй, самый такой реалистичный вариант. Это вот кто крутил рейту. Огак, скорее всего, есть у многих. И вот ядовички. Тут коснемся еще замен, какие делать. Расстановка вот такая. Вот, собственно, Огак. Так, что я уже не помню, тайминги я показывал, нет. Какие тайминги мы здесь используем. Тоже Огак отваливается в самом конце. И на урон, в принципе, никак особо не влияет. Все, вот такие тайминги. Аура, соответственно, у нас от латерчика. И давайте тогда по заменам, так как, скорее всего, вы, может быть, новичок там, да, и бьете через яд, потому что недавно прошел баннер. Нет латера, ставим твича. Даем ему немного точности, все, пусть он там свои яды накидывает. И по артефактам тоже давайте сразу. Нету артефакта у латера, к примеру. У нас очень много свободных артефактов, то есть по заменам вообще проблем просто нет. Ставим донатные, ставим рога. Так как все ядовики ставим сферу. То есть у нас как минимум 3 очень полезных артефакта, которые просто не влезают. Вот. То есть в данной команде проблем с артефактами вообще нет, именно в плане замен. Даже если у вас нет донатного артефакта, как минимум вот 2 у нас ждут, когда вы их заюзаете. Соответственно, нету артефакта у латера, ставим донатный. Нет донатного, ставим рога. Такая же история с лавкачом. Нету артефакта, ставим либо рога,
либо донатный, либо сферу. Тут уже по своим возможностям. Смотрите, что у вас есть. Далее еще вернемся к заменам. Twitch. Его можно будет тогда спокойно сделать в разлом, также с ракушкой, и рейте тогда дать тоже что-нибудь другое. Допустим, донатный, либо рога, что-нибудь из этой серии. Вот, то есть, если кого-то не хватает, не переживаем. Также, если у вас только Серпентемис, вы недавно начали играть, допустим, да, вместо рейты нам придется ставить туда вообще фрубата и расставлять всех вокруг него. Это именно вариант для новичков в плане саппортов. То есть, если вы только начали играть, соответственно, рейты у вас нет никакой и не намечается. Вот тогда ставим фрубата и уже бьем, что можем. О, как там подхилит, и, соответственно, макс УЗ будет у фрубата. Все, это именно для новичков. Также, если нет ни ловкача, ни латера, только Серпентемис, ставим, получается, Дуранга и Твича. Дуранга делаем шанс крита под 100 и точность. Все, можно напихать на него там, допустим, какую-нибудь заливку, там что угодно. Пусть он там наших героев заливает. В общем, они урон не наносят особо. Тут суть просто в наложении стаков и вот эти ядовитые взрывы. Все. Твичу тогда как вариант можно будет, так как у нас занята статуя божества, чтобы он как бы не терял особо актуальность, можно будет поставить бумеранг. Если у вас есть возможность его купить, где он, кстати, не могу его найти. Вот он в самом начале. Вот этот вот артефакт можно будет поставить. Это при условии, что у вас вообще с пулом конкретные проблемы. Тогда у нас ракушка будет на Дуранга и, соответственно, на Твиче будет вот этот бумеранг. Это как такой уже крайний вариант. Вот это все, что касается замен. В принципе, урон неплохой набивает данная команда. Ну и, конечно же, в идеале питомец дракончик. У меня он не идеальный. Вот этот талант бы я убрал, и вот этот тоже. Просто так получилось, и временно я использую вот такой вот. Как только приду к чему-то единому, идеальному, я об этом сделаю отдельный ролик. Серпентемис у меня где-то вот так. Так как у меня все ядовики, вот эта шмотка будет здесь просто замечательно работать. Ну и, соответственно, на разлом. Тут у меня хороший прок, к удивлению. Далее, вот эта шмотка непосредственно на Серпентемис, потому что на дальнике она и замечательно зайдет. И на игнор защиты тоже будет у нее. Соответственно, ставим крестом именно вокруг нее всех. Ловкач раздает атаку и обязательно вот эта шмотка. Если нет ловкача и у вас стоит, допустим, Дуранга, то, соответственно, эту шмотку обязательно ставим на кого-нибудь из них. Все остальное все просто в атаку и раздача атаки. Больше меня тут ничего не интересовало. Ну и латер тоже собрал в урон. Вот эти две шмотки ему по верхам. У меня артефакт на нем. Короче, как-то вот так. Тоже на 5 стихий и на разлом шмотки. Все, ничего замысловатого. На этом, в принципе, все. Коды я скидываю все в описании. Пользуйтесь. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.